Всем здравствуйте! Вы на канале Дача Лайф. Сезон 24 года я начала с экспериментов. Полюбившийся почва-грунт не смогла заготовить вовремя, поэтому посадку семян перцев осуществила в песок 21 февраля. В одной коробочке семена посажены сухими, в другой семена взяты из перца, замороженного с осени в морозильнике. Семена свои, поэтому проклюнулись на 5-й день. Как оказалось, бедный субстрат способствует формированию корневой системы хорошей. В поисках питания сеянцы наращивают множество всасывающих корешков. Поэтому при появлении первых настоящих листочков обязательно в питательный грунт, а также своевременный полив, температурный режим, хорошее освещение – это очень важные составляющие для того, чтобы вырастить добротную, гармоничную и здоровую рассаду. Также попробовала посадить сухие семена 3-летней давности. Взошли на 10-й день, и все по-разному. На канале есть ролики по выращиванию рассады и перца, и томата, не буду повторяться. Сейчас для эксперимента я выберу более-менее одинаковые проростки, у которых еще не развернулись семядольные листики, они выглядят как крючки, и посажу их в различные субстраты. Хочу понаблюдать, как они будут развиваться и как будут наращивать корневую систему. Сеянцы будут развиваться на тех же условиях, на которых я выращиваю всю свою рассаду. Живу в Беларуси, поэтому со сроками посева семян на рассаду уже давно определилась, тем более что семена заготавливаю сама. Чтобы вырастить хорошую рассаду, просто нужно соблюдать те условия, при которых должна расти та или иная культура. Подкормки никакие не применяю, потому что определилась с качественным, сбалансированным грунтом. После посева семян слежу, чтобы проростки вовремя оказались под лампой. Ну и, конечно же, самое главное – это повышать плодородие почвы своего участка. Наконец-то мне удалось купить долгожданный грунт, но мои сеянцы находятся еще в стадии семядольных листьев. Они развернулись хорошо, но настоящих листиков еще пока не видно, поэтому будут ждать своего часа. Экспериментальные сеянцы уже выдвигают молоденькие настоящие листочки, поэтому я их достала из разных субстратов, промыла и сейчас покажу развитие корневой системы. Показываю по 2 саженца из каждого субстрата. Крайние 2 сеянца – песок. Влево 2 сеянца, песок с опилками. Следующие 2 сеянца – земля из леса, из подлиственных деревьев. И еще 2 сеянца – огородная земля. Самое слабое развитие у сеянцев из субстрата песок с опилками. Бытует мнение, что сильно шустрые проростки следует удалять, но я вот решила оставить и посмотреть, как дальше он будет развиваться и стоит ли от него ждать хорошего урожая. Проклюнулся на 3-й день. Далее экспериментальные сеянцы решила посадить в огородную почву, но в разные по объему емкости. Такие молоденькие сеянцы не заглубляю. Если есть необходимость в заглублении, то только при наличии 4 настоящих листиков. Ни разу не приходилось мне наблюдать, чтобы молочный стебель перца обрастал корнями. Поверх огородной земли все сеянцы подсыпала покупным почвогрунтом. Эксперимент продолжится вплоть до сбора урожая, поэтому кому понравилось, заглядывайте на канал и до новых встреч!